Так, я, кажется, нашел что-то необычное. Это сырая печень говяжья и желудок, требуха. 17 тысяч вон. 17 тысяч вон. Ну, я думаю, слушай, я думаю, надо делать контент. Всем привет, с вами Блокинг Леон. И продолжение приключений на рынке. Сегодня мы будем есть сырую говяжью печень и сырую требуху. Все для контента. Так, продолжается наше приключение. Перед нами сырая печень говяжья и требуха. Нам принесли кунжутное масло с солью. Опять говяжий бульончик с редькой и кусочком мяса ключи. Здесь микрозелень. И, конечно же, корейская традиционная соджу. Напоминаю, это водка 16 градусов. Слушайте, честно, я никогда в жизни не ел сырую печень, сырой рубец. Не знаю, как мой организм на это отреагирует. Но вы знаете, что я уже много чего ел. Можете посмотреть, как я ел морского червя, как я ел морского огурца, как я ел каракатицу, как я ел живого осьминога. Я покажу вам на экране, так сказать, где эти видео. Сразу хочу сказать, кто залетел сюда не из моих, как говорится, подписчиков, а просто так. Не откажите себе в удовольствии посмотреть, оценить, подписаться, прокомментировать, лайкнуть. Всегда приветствуется. Добро пожаловать. Ну что? Погнали. Сначала что? Сначала печень. Печень, я думаю, будет такое, как желе. Попробовать. Ваше здоровье. Блин. Вот такое ощущение, когда ты знаешь этот продукт, ну, можно сказать, всю жизнь, да? Говяжья печень. Но когда ты пробуешь впервые это сырым, у тебя ломаются все шаблоны просто. И что, реально? Так можно было? Ну, кстати, вот печень вполне себе прикольная. Пробуем говяжий рубец. Да блин. Это не про вкус, это про вот эту прикольную хрустящую структуру. Она хрустит на языке. Конечно же, он должен быть офигенно обработан. Он должен там быть вымыт, да? Я не знаю, как они его промывают так четко. Но абсолютно
Абсолютно ни запаха у него, ни вкуса. Нет никакого. Слушайте, запах, знаете какой? Запах постиранного белья из машинки. Вот такой, причем не порошком постиранный, а содой, что ли. Или с отбеливателем. Ну такой вот, и как бы свежесть такая. Приятная свежесть. Но хрустит не хуже вот морских гадов. Блин. Трэш-контента опять не будет, я думаю. Мне вообще рассказывали, что здесь, на этом рынке, существуют бычьи, типа яйца, бычий пенис. Мне такое рассказывали. Да больше скажу, я на подобном рынке такое видел. Но здесь этого ничего нет. Значит, что могу сказать про печень? Печень – это железо. Это огромная доза железа. Ну, то есть это очень полезная штука. А мужская, опять же, мужская сила, иммунитет. Кстати, сырую печень в Корее запретили, по-моему, подавать ну, то есть вот так вот, в открытом доступе из-за угрозы, из-за бактерий. Но на подобных рынках традиция сохранилась. Что-то вот к печени что-то не хватает. Это перцовая паста? Да, это перцовая паста. Перцовая паста, а это уксус. Такое, знаете, вот по вкусу, ну, блин, желе, печеночное желе. Ну, блин. Можно ли от этого блевануть? Да, можно. Да, можно. Просто когда ты живешь долго в стране, где это считается нормой, да, наверное, у тебя все твои, вся твоя природа, вообще сознание, она перестраивается. И весь организм тебе говорит, да нормально, все это хавай. Мы еще, как говорится, не такое хавали. Тут что-то печень сырая. Нормально, что-то хавай. Я жду опять в комментах там. Великих и могучих хейтеров, которые сейчас начнут
Люди. Мне там понравился один комментарий. Я помню. Люди, вам что, приготовленной термообработанной пищи мало? Зачем вы жрете полуживое? Да. Нам, нам термообработанной пищи становится мало. Мы начинаем жрать живое, полуживое, сырое. В общем, чтобы доставить себе именно тот какой-то вот адреналин, какой-то вот нам не хватающий элемент для нашего общего счастья, так сказать. Зачем мы это делаем? Да чтобы вы посмотрели и прокомментировали, и поматерили, или похвалили, наоборот, за смелость. Поэтому я считаю, что это действительно смело. Ну, мне как будто нужен рис. Понимаете? Пап ханади все. Мне нужен рис. Вот эта печень, честно скажу, не сильно хорошо естся на пустую. Сами, да, не сильно хорошо естся. Горчичный соус. Вот конкретно что-то не хватает этой печени. Может, просто ее надо поджарить? Просто его надо поджарить. Рубец, вот, кстати, рубец нормально, вполне себе сырой, он нормально ест. Хотя я очень люблю суп с рубцом, типа вот хайджангук или фенянтан с рубцом и с бычьей кровью запеченной. Очень классный, кстати, суп. Кстати, про рубец. На просторах интернета я видел видео, э, когда показывают, типа, рубец и увеличивают его под микроскопом. Там во множество раз. А видео называлось, типа, любителям рубца, кто любит рубец. И что вы думаете? Когда увеличили на максималку, где должны были видны быть всякие там паразиты, микробы, рубец был абсолютно чистым. То есть рубец это один из самых чистейших продуктов. Рубец.
Блин, порция большая. Реально большая. Я просто уже наелся, если честно. Хрен дочь все. Я закончилась маслица. В общем, что могу сказать-то по итогу? Вполне съедобная. Вполне съедобная хрень. Но назвать ее вкусной? Назвать ее вкусной нет. Язык у меня не повернется назвать это вкусно. Вот рубец, допустим, кунжутным маслом, солью, вполне себе. Прикольный, хрустящий. И печень. Я уже половину съел. Печень сырая, ну очень на любителя. Очень на любителя. Честно. И я думаю, у многих произойдет обратный эффект. Тот самый, которого, который я сам от себя ждал, которого вы от меня ждали. Еще в Корее есть, знаете что? Скат. Очень вонючий морской скат. Я это тоже еще даже не видел это. Слышал? Там такая вонь. Это невозможно. Ну, тоже считается как какой-то там деликатес. Не знаю, может быть, как-нибудь я доберусь до этого ската. А если? А если вы подпишетесь, поставите лайки и прокомментируете это видео, то мне будет проще определиться в выборе и делать подобный контент дальше, конечно. С вами был Злой Кинг Леон. Продолжаю давать вам какие-то эмоции через экран. Всех обнял. Всего доброго. Пока-пока.